Меня зовут Кирилл. Сегодня я представляю Россию, русский народ. Ты всю жизнь живешь в Перми? Да, я родился здесь и уже как 19 лет хожу по пермской земле. И очень счастлив этому. А ты когда-нибудь думала про переезд? Задумывался, когда заканчивал школу при поступлении в университет, но, к сожалению, не сложилось. Тогда думал, что к сожалению, сейчас уверен, что к счастью. С моей семьей мы, во-первых, в очень тесном контакте, поэтому могу даже это считать традицией, что мы всегда собираемся дома, каждый день спросить, как у друг друга дела, погладить котов. Все так очень тепло, весело дома всегда. То есть иногда собираться с семьей. Раньше, конечно, чаще собирались, но сейчас по праздникам, каким-то важным поводам для нас. Собраться с семьей, пообщаться и обязательно повеселиться и уйти с хорошим настроением. Ну вот, например, вчера, в честь 23 февраля, мы с семьей ходили на горки, жарили мясо, собрались таким своим вот кругом семьи, покатались на горках, на снегокатах с моей сестрой, с двоюродной сестрой, веселились, летали по горкам, катались, по лесу ходили, дышали свежим воздухом. Было классно, то есть такой вот прямо активный отдых. Расскажи про свое любимое место в Перми. Можно топ-3. Третье место — микрорайон Гаево. Я хочу пойти по Орджоникидзевскому району, в котором я сейчас живу. На Гаеве я учился, я там повзрослел, и там, правда, очень красиво. Есть красивые места, есть Гайвинские луга, там речка, там поле такое красивое, то есть очень много красивых фотографий можно сделать. Вот. А второе место, наверное, все-таки Кислотные дачи, там, где я живу, тоже мне очень нравится. Там прямо такой теплый, уютный островок от всей городской суеты, которая происходит всегда. Утром уедешь в университет, где-то погулять, поработать, потом просто приезжаешь к себе домой, идешь домой, и так тихо, спокойно, хорошо. Особенно домой к себе заходишь, своя квартира очень уютная, семья там, коты, комната моя тоже, очень люблю ее, поэтому такое мое любимое место. И первое место, наверное, отель Holiday Пермь, в котором я работаю. Я очень люблю это место, потому что оно как будто олицетворяет Пермь для меня, как центр такого гостеприимства. То есть это высокий уровень гостеприимства, теплоты и того, что мы дарим своим гостям. Вот. Ты упомянул Кислотные дачи. Расскажи, что там есть интересного, может, какие-то достопримечательности? Да, знаешь, вот особых достопримечательностей нету. Так даже подумать, то есть, например, где-то на Гайве есть что-то, то есть парк есть, памятники какие-то. У нас такого нету, и именно для меня ценность несет то, что прошло там, то есть какие-то знаковые места, где я рос, где с друзьями гуляли, в футбол играли. То есть вот такое. А из достопримечательностей, ну, есть памятник героям войны. Вот. Такое, что вот есть. Ну, что... Ну, сейчас у нас аллею сделали красивую, то есть погулять можно. Еще парк сделали вот новый. Там всякие площадки, комплексы. Вот, наверное. Наверняка ты знаешь какие-то пословицы, поговорки русские. Расскажи, может быть, у тебя есть какая-нибудь любимая? Не делай добра, не получишь зла. Вот так скажу. Такое вот. Это, которое можно нести через любой поступок, любое действие, каждый шаг, который ты делаешь. Я очень люблю делать добро. И, ну, это, конечно, чуть-чуть не сходится, но именно с таким подтекстом и мыслью жить достаточно хорошо, чтобы не перебарщивать. Также еще одна, которую я очень люблю, это инициатива любит инициатора. Вот так я скажу. Вот. Это вот такие две пословицы, и с ними как-то жить. Это как какое-то жизненное кредо, которое направляет все мои движения по жизни. Расскажи про свое любимое русское блюдо. Картошка жареная с грибочками, там, с мяском, с салом, там, вот с такими с всякими.
штуками. У меня папа умеет вкусно делать иногда. Так. Вот именно с салом такая вкусная штука получается. Я учусь в Пермском государственном национально-исследовательском университете на втором курсе географического факультета, направление гостиничное дело, вот. Медиа-волонтер студенческого медиа-центра. И также я являюсь, как уже говорил, администратором в отеле Holiday Пермь. Получаю опыт в университете теоретический и закрепляю его на практике у себя на работе. То есть уже мечу на свою будущую профессию и очень рад этому, что получаю как и теоретический опыт, так и практический уже на втором курсе. Мечта есть хорошая, которую я недавно понял, чтобы продвинуть Пермский край еще сильнее. То есть сейчас в год 300-летия мы сильно продвинулись в плане туристического, и хочется это развивать. Сейчас мы на занятиях в университете пытаемся это сделать, найти, какие можно инструменты применить, чтобы сделать Пермский край притягательным для туристов, потому что мест есть очень много красивых, горы, реки, сплавы у нас многочисленные проходят, то есть горы, Усинские столбы, Каменный город, это все очень круто. Это нужно правильно оборудовать и правильно подать людям, вот. И также сфера гостеприимства, она на месте не стоит, развивается, двигается, и хочется именно развить, вот, оставить свой след в туристической среде, вот. Какие места ты посоветуешь для посещения именно в Пермском крае, не в Перми, для приезжих? Ну, река Вишера, такая, то есть это вообще другая природа, не как у нас в Перми, там по-другому все вообще, как будто другой мир, хотя всего там часов 6 уехали из Перми и уже в другой лесополосе находимся, то есть там горы, леса другие, то есть вот это изучить очень круто. Есть там гора Полют, одна из самых больших в Пермском крае, если я не ошибаюсь. Как упоминал уже, Каменный город, тоже место хорошее. Можно в комплексе с Усинскими столбами, которые проговорил, потому что они рядом. Вот. Тоже, Каменный город, это правда, это что-то очень интересное, и там можно делать тематические экскурсии, потому что есть где-то описание, что вот один камень это черепаха, другой это какой-то там еще кто-то. Не помню точно уже. Но можно придумать легенды и на этом вывозить. Важно ли сохранять культурную национальную идентичность в современном мире? Да, это очень важно, и хочется сказать такую вот мысль, что мы в России живем, кто-то из нас русский, кто-то других национальностей, их очень много, и это очень круто, что Россия объединяет очень много национальностей. Мы знаем, вот, многочисленная народность татары, башкиры. Русские они есть, но как будто про них нету большой информации, как про татар именно, когда они выделяются своей идентичностью. Русские, мы просто русские, в России живем, и хочется, чтобы люди русские тоже узнали о своей идентичности, чтобы они ценили то, что они русские, как, например, татары ценят это, они же очень так ярко это показывают, чтобы русские тоже знали это, показывали и продвигали русский народ в массы тоже. Пусть он и является самым многочисленным, но не самым выделяющимся из тех, которые у нас есть. Вот. Почему ты решил принять участие в проекте «Этнопермь»? Передо мной сидит Поля Васова, моя подруга, с которой мы работаем иногда вместе. И меня пригласили принять участие. Я подумал, что это прикольно. И сегодня, оказавшись здесь, я понял, что это действительно круто объединить столько национальностей в одном месте. И не только те, кто прямо народы, которые всегда живут в России, жили в России, а из других стран ребят. Очень классно пообщаться, увидеть их и получить незабываемый и очень полезный опыт в своей жизни. Вот.